Вот мы и встретились с земляком на европейской земле. А, Александр Здравствуйте. из Кропоткина, человек родной мне во всех смыслах. Вот, мы дышали одним воздухом до последнего времени. Теперь он во Франции, в секретном месте. Мы не можем сказать вам где. Надеюсь, тут прямо через границу, но теперь слово Александру. Первый вопрос. Когда и как вы попали во Францию? Каков был ваш путь? Я знаю, что вы не один во Франции. Вот желательно в максимально допустимых подробностях. Ой, ну какой путь? Путь долгий. Если начинать именно с того момента, как попали во Францию, ну, обратились в правозащитную организацию, они обратились в МИД Франции, и экстренно мы сели, получили визы и экстренно прилетели во Францию. Вот это, вот Ну, так понятно. выглядит. А когда это примерно было по времени? Ну, это было, ну, прям перед Олимпиадой, прям перед Олимпиадой. Мгм. То А, есть вот. речь идет не о сочинской, если вы Нет, вдруг... нет, 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 Речь именно идет о о Парижской парижской. Олимпиаде, Да. которая этим летом была. Вы Да. улетали из России через транзитную страну или вы уже где-то были в Грузии, в Турции? Нет, мы улетали из России, вот, за нами уже на тот момент достаточно долго следили, ну и, по-видимому, как-то не уследили, так сказать, что мы успели получить еще и визы и улететь. Мы через Турцию улетели. Вот. Мгм. А было ли возбуждено уже, ну, я читал, конечно, вашу историю, были ли уже уголовные дела возбуждены на вас? Именно уголовных дел я не знаю, чтобы были возбуждены. А, Ввиду того, что, ну, наверное, может, мы какого-то последний момент, никаких поводов, может быть, они не нашли, чтобы возбудить. Вот. Ну, или плохо искали, скажем так. Вот. Вот. Как в России, что а, был бы человек, а дело найдется, да? Да, это Вот, так так. что, А гонялись за вами сотрудники органов из Кропоткина или из Кавказского? вы, вы знаете, я думаю, что помимо местных, еще и какие-то такие более серьезные люди. Вот, я думаю, что это и эшники, и кого только, вот именно вот эти вот ребята, которые именно по политическим Мгм. занимаются То мотивам есть вы преследуют. думаете, из главка из Краснодара, но это только полиция была. Возможно, потому что мы с 2014 года вели деятельность, были возмущены тем, что был захвачен Крым, вот, то, что Россия влезла на Донбасс, и мы решили участвовать в политике, баллотировались, пытались избраться, конкурировали на выборах, боролись за честные выборы. Я был судебным корреспондентом также еще. Но это все на общественных началах, то есть бесплатно по воле совести, скажем так. Вот. Мгм. Был на и судебных заседаниях по политическим делам, и по делам именно касаемых прессы, это вот Росдержава пресса. Вот я был судебным корреспондентом на общественных началах от Росдержавы, и потом ее основателей Дорогова и Котелевского посадили по выдуманному фальсифицированному делу и до сих пор так и не выпустили. Вот. А И что закрыли Саша из потом. Новокубанска? Какие последние новости по нему? Вот, Он же тоже, э, по-моему, сидит где-то там. по-моему, сидит. Я, честно сказать, вот с ним не очень. Я его знал, да, но с ним не Мгм. очень вот как-то общался. Мгм. Я больше общался, знаете, вот Сергей Земцов, это особо опасный юрист, Да. вот, если знаете, вот его я хорошо знаю, вот. Ну, он же как раз в Краснодаре, поэтому понятно. Да-да-да, но Да. он, ну, тоже и в Кропоткине появляется, и в Гулькевиче, Ох, вот. да, Ну, он, конечно, ходит прямо вдоль здания краевой да, прокуратуры, и как он да. еще ходит живой, что Ну, сильно он им отбивается мешает. как-то, отбивается, и много раз на него прям и покушения были, и все. Мгм. Вот, так что, ну, А вы он как этим раз. летом почувствовали, что уже все, обратились в французское НКО,
Мгм. Да? Я почувствовал, знаете, когда я почувствовал? Я обратился раньше, когда Навального убили, я понял, что нас не только посадят, вот, а еще и убьют в тюрьме. Вот, потому что разбираться никто уже не будет. Уже раз они убили Навального, значит, они убьют и таких небольших людей, как мы вообще, как бы, ну, понятно, что даже никто может и не вспомнить, что были такие. Вот, хотя были и в прессе были упоминания много раз. Вот, когда я работал 12 лет машинистом. Вот, Мгм. поэтому, ам, ну, поэтому я не всех знаю оппозиционных деятелей местных, потому что я еще и работал на железной дороге. Я в свободное от работы время, когда у меня было время, мы занимались и участвовали в выборах, и все вот в этом. Старались что-то поменять, остановить, но ввиду того, что общество полностью аполитично, вот, это не представилось возможным просто это остановить и все. Я даже не знаю, вот я оборачиваюсь когда назад, я думаю, что можно было сделать еще. Мне кажется, что мы сделали вот все возможное просто. Вот. И что-то уже, не знаю почему так, но так случилось, что те люди, которые пытались остановить это все, они в итоге их и делают виноватыми почему-то. Вот это удивительно, конечно, для меня. Вот. Ну, как долго вам делали гуманитарную визу во Францию? Если вы Гуманитарную можете об визу. этом сказать. Ну, в экстренных случаях ее делают в течение месяца. Мгм. Ну, могут еще ускориться, за 2 недели могут сделать. То есть это экстренное спасение людей. То есть если вы предоставляете доказательства, что вам угрожает опасность в связи с политическими какими-то гонениями на вас, и обстоятельства в стране складываются не в вашу пользу, и вы реально можете подтвердить, что вам угрожают, вас вывезут, дадут возможность уехать в течение 2 недель экстренно. Мгм. Вот. Понятно. Вы выезжали, как я понимаю, с семьей. Да, 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 Мгм. да. Тяжело Всей семьей. было, просто интересно, какие чувства сейчас люди на границе испытывают. Вы же, я так понимаю, через Сочи или Минводы Да. улетали в Мы Стамбул. улетали через Сочи. Какое чувство? Чувство, посадят, сейчас схватят, посадят или не посадят. Мгм. Есть ты в федеральном розыске или нет у тебя в федеральном розыске. Будет эшник стоять, который за тобой был приставлен на границе, ну, при посадке, и поймает он тебя или не поймает. Мгм. Вот, вот такие, да. Потому что нам угрожали, когда меня задержали, еще в 22 году, за то, что я отказался водить поезда под логотипами Z и V, и поезда с военной техникой отказался, маневры с ними производить, что-либо, остановил работу выполнять, делать. Вот, но за что потом и возбудили и административное дело. А, Почему они не смогли возбудить уголовное, я не знаю, может быть, потому что мы сразу везде начали писать, во все прокуратуры, везде в следственные комитеты, везде жалобы, вот. Может быть, потому что локомотивное депо, в котором я работал, за 12 лет накопилось очень много различного рода на них компромата, и это сразу же все, естественно, понаписав кучу заявлений, они просто, может быть, опешили в какой-то момент и решили обойтись пока что административкой. Вот, Мгм. поэтому мы не знали, что будет, остановят нас, не остановят, что будет. Мы знали, что за нами постоянно какая-то определенная слежка, либо люди на машине ездят следом за нами, либо возле дома стоят, курят постоянно, либо бычки, либо выпитый алкоголь постоянно напротив прям ворот машины по ночам. Это происходило периодически с самого вот 2014, когда мы только начали заниматься. И когда уже
После 22-го еще более плотно это происходило у них. Плотная слежка такая. Они же постоянно, знаете, как ищут какой-то там след Запада, еще кого-то. Они считают, они реально некоторые считают, что если у человека есть мозги, и совесть есть, значит он какой-то западный этот агент или кто-то. Ну вот у них вот реально некоторые в это верят. Вот. Я, И в- поэтому мы не я, знали с тобой. да, я выйду немножечко из амплуа журналиста, поскольку у меня очень, ну, мы с вами на одной земле родились и выросли. Видимо, сотрудники полиции тоже из одной пробирки там получаются. На Ну, меня, скорее всего. да, мне в вину ставили знание английского языка и прямо писали, раз он знает английский язык, Да, значит шпион. А я еще и да, да, французский немножко знал, значит, аж да. дважды шпион Да. вообще. У Вот. Ну, меня а в раз материалах картавлю, так вообще 3 раза шпион, 3 понятно. раза. Ну, На значит, кого? Ну, по-французски упор на французский язык ставите, поэтому да, все, картавите. да, да, Вот. уже ужасно А, шпион. Это да, эта логика у них присутствует. Ты другой, значит, ты не с нами. да, у них Скажите, есть. пожалуйста, Александр, вот вы, ну, то есть те, кто нас будут с вами смотреть, им интересна механика вот этого вот переезда. То есть понятно, что было некое НКО, которое приняло ваши аргументы и построило мостик с французским правительством, французскими органами. Э, Дальше, когда вы оказались Стамбуле. Оплачивали ли вам билеты до Парижа или куда вы там прилетали, в Тулузу, Нет, в Бордо, в Лиле? нет. Или вы сами добирались до Франции? Кто вас там встретил, кто не встретил? Как вы обращались первоначальную подачу куда-то? Вот ну, вы же приехали, вы должны сказать, вот мы здесь. То Да, есть как вот это все да. происходило, очень людям интересно. Вам кто-то А, подсказывал или вы сами как щенки смотрите, тыкались? сразу говорю, где подскажут вам, что делать. Это первое, напрямую с вами правительство говорит каким-то их агентам там. Вот. Вы просто человек, который просит у них помощи, спасения. Поэтому во Франции с вами говорят через какие-то определенные правозащитные центры изначально. Это такие центры, как центр Сахарова, вот через который мы обратились. Как мы его нашли? Мы зашли в сайт Ковчега. Вот. Мы вообще думали, куда просто ехать, куда. Мы не планировали изначально Францию, мы думали, что может быть в США. Вот, естественно, за свой счет. В США очень дорого поехать, очень долго добираться и большой риск, что вас, ну, как нам пояснили, что могут обратно из Мексики вернуть. Вот, То потому есть, что а вы планировали доехать до Мексики, и потом с семьей переходить границу где-нибудь в Сан-Диего, заходить в США, и там на границе подаваться. ну как-то так, да, мы пытались, спрашивали именно на сайте Ковчега, интересовались. Вот, нам рассказали, оценили наши шансы именно доехать, добраться, снять жилье, и мы посчитали свои финансы, и просто-напросто получилось, что мы даже не сможем, и знания языка у нас тоже Мгм. нету английского. Хотя, как вы говорили, что указано, вот у меня в материалах по делу указано, что я знаю английский язык. Вот. На суде это вот реально судья пытался узнать, правда ли я знаю английский язык или нет. Вот тоже указано, кстати. Если знаешь английский язык, то точно шпион. Вот. А, да, Нет оснований не доверять сотруднику да, внутренних да, дел, да. да. Потом нас вот на этом сайте Ковчега перекинули на европейский Ковчег. И сказали, поищите там ближе, и там больше вам помогут, потому что там вы, по крайней мере, ну, за свой счет доберетесь. Вот. Мы туда зашли, изначально зашли на немецкий ковчег. Вот. Нам сказали, что здесь как бы очень много уже приехало в Германию у французского ковчега. Вот. Германия перегружена, они, ну, как нам пояснили.
Вот. И тогда мы зашли, что вроде бы Франция начала помогать русским, что после призывов Навальной, вот, жены ныне покойного Алексея Навального, что после этих призывов начали реально задумываться и помогать, и вывозить, и спасать. Вот. И мы обратились тогда уже на сайт именно Ковчега в Телеграме во Франции. Потрясающих людей, вот Ольгу и Андрея, они уже переехали во Францию вперед нас, ну где-то на полгода раньше. Вот, и через них мы связались вот с центром Сахарова. И центр Сахарова взял уже наши истории, вот, проверил все, соответствуем ли мы тем, за кого мы себя выдаем, ну, правда, неправда, вот, ну, вот это все они провели документы, статьи, материалы по делам различным, вот этим административным, штрафы, все. И тогда уже обратились они в непосредственно МИД Франции. Вот. МИД Франции ответил, позвонили они лично мне. Вот тут уже они позвонили лично, вот, а, с консульства из Москвы. Вот, Мгм. позвонили и сказали, что собирай чемоданы, бери документы, бери детей, едь в ближайший визовый центр, вот, сдавай документы, они нам их пришлют, и мы пришлем тебе их обратно с визами. Вот. Гуманитарными визами для просителей политического убежища. Вот есть такое у них. Вот они еще и шенгенские. Короче, чтобы тебя нигде там на лету не сняли или при пересадке тебя не отправили обратно в Россию, вот, то есть тебя вызывает непосредственно Франция для того, чтобы разобраться в ситуации и, ну, спасти тебя. Вот. То есть Потому вам что ты потом... сделали целенаправленно именно гуманитарную визу, чтобы Да, по шенгенской были риски, что турки, например, не посадят на да, самолет до да, Франции, да, 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 а да. по гуманитарной они как бы не имеют права и обязаны вас посадить. Да, по визе Мгм. ты обязаны посадить. И турки очень долго, вот что по туркам хочу сказать, турки действительно как-то нам показалось, что они предвзято относятся, вот, потому что они очень долго рассматривали наши документы. И они листали этот паспорт, все паспорта их, на всех членов семьи были, ну, естественно, паспорта загран. Все они листали, и каждую визу, все фотографировали отдельно, вот, все проверяли, перепроверяли. Ну и где-то, вот только нас где-то 1,5 часа мы стояли, нас проверяли, прежде чем, посадить нас на рейс, до Франции. Вот, прежде чем посадить, А еще билеты 1,5 были часа заранее проверяли. куплены или вы купили их там Да, уже? да, билеты были, да. Билеты можно купить через, Aviasales. Ну, на тот момент, сколько, 3 месяца назад можно было купить, оплатить картой. Вот, и никаких Российской. проблем не возникло. А? Да, Российская карта. да, картой российской. Ну, я платил она была визой, ну, это еще рабочая карта визы, я так понял. Да, Мгм. вот. Понятно. Ну, то есть у турок есть определенные, как вы говорите, предвзятые отношения, и нужен большой запас времени между рейсами Да, на всякий случай. при пересадке мне советовали, так как ты полностью получаешь багаж, когда ты прилетаешь в Турцию, ты полностью забираешь багаж, получаешь, поэтому меньше нужно с собой брать, чтобы багаж, нужно брать ручной кладь желательно. Вот, потом, потому что тебе нужно будет сдать багаж. Сначала получить, потом сдать. С сумочками, ручной кладью будет проще намного. Вы просто со сумкой своей выходите, с сумкой заходите. Только ваши документы. Приехал, улетел. Вот Мгм. то, что нужно пройти. На одном пункте вы приехали, потом через весь этот громадный аэропорт пройти, очень тяжело найти, указателей нет, турки говорить не хотят ни на английском, ни на французском, ни на турецком турки говорить с вами не будут. Особенно, когда видят ваши паспорта, целенаправленно no, no, no. И закрываются, просто уши зажимают руками, и нет, мы не будем говорить с вами, и все. А плюс еще хочу сказать, что предупредить по турецкому аэропорту. Wi-Fi в турецком аэропорте работает после того, как вы проведете через терминал определенный свой паспорт. Вот. Тогда вам дают код на то, чтобы вы подключились к Wi-Fi на час.
На самом деле у вас не час, а где-то минут 20 от силы по каждому паспорту. Вот. После этого вы останетесь без связи, абсолютно без переводчиков онлайн, без ничего. Вот. И еще, как только вы сядете на рейс, куда бы вы ни летели из Турции, я не знаю, кто пользуется этим, но кто-то пользуется, по-видимому, раз это аэропорт, значит, это все, ну, это же либо взломанная сеть, либо, я не знаю, как это работает, но смысл в том, что пока мы летели, мы были вне доступа, и всем нашим знакомым, родственникам, друзьям, все, кто были у нас в чатах на WhatsApp, пришли прошения, что пришлите деньги, срочно 50 тысяч, номера карт, мы тут застряли, мы тут без денег, хотя мы этого не посылали. То есть в Турции и на чистом русском это все вот написано, и пришлите деньги. Вот так это работает, поэтому с Турцией очень аккуратно. Ага, Александр, прошу прощения. А российские сим-карты в роуминге не работают. Интернет по ним нельзя взять там. Ну, очень дорого будет. Мгм, понятно. Очень дорого. Я не знаю, сколько денег там нужно, но роуминг там будет очень дорого. Прошу прощения, можно я задам такой вопрос? Ну, Мгм. возможно, он слишком личный, просто можете Мгм. отказаться. Вы везли с собой какие-то денежные средства, такие значительные, чтобы турки в наличной форме? Ну, Я смотрите, слышал, вообще что турки там ковыряются прям очень сильно в деньгах, пересчитывают все. Если могут можете они, ответить. я поясню, да, могут это сделать. Жену чуть не отправили на полный осмотр, на полный Мгм. досмотр, заставили нас снять обувь, носки, майки, все вот прям снять и несколько раз пройти через еще вот этот специальный детектор дополнительный, вот это, ну вот металла, Мгм. вот, все просматривали, все выворачивали, все сумки, да, все это реально они могут посчитать, посмотреть. Ну, так как у нас было мало денег, у нас и 10 тысяч евро не было с собой, Мгм. поэтому вас спросят в России, когда вы будете садиться, сколько с собой везете. Вот, и скажут, что можно 50 тысяч. Ну, вот нам сказали, вы можете 50 тысяч с собой везти. На что мы сказали, где бы их взять еще, эти 50 Ну, тысяч. секундочку, Вот. 10 тысяч на человека, вас ехало, как я понимаю, 4 человека, то 5. Ну вот и 5, 50. Вот и да. 50, да. Да, ну где их взять, опять же. Вот. М. Поэтому Это ждите. шутка юмора. Это программа поддержки большой семьи в Да, да. России. Да, Рожайте да, да. больше детей, можете больше денег вывести. Да, да. Вот, в Турции, да, как и в России, ну, в России как-то не особо, когда мы вылетали, я же говорю, по-видимому, они, ввиду того, что я так понял, что система, она крайне очень медлительная, глупая, неповоротливая, вот, и чтобы она реально тебя поймала, ты должен стоять на месте, как дерево, и тогда они за тобой придут, вот. Куда они Мгм. раньше. Меня непосредственно ловили на работе. Вот. И то я там 3,5 часа сдавал экзамены, и только тогда они смогли собраться, вот, приехать и задержать. Вот, только тогда они смогли, у них только тогда они, ну, обед у людей, завтрак, обед, перерывы, перекуры, ну, не до того. Все Вот, а понятно. потом, да, Да. Скажите как, мне, пожалуйста, вот прилетаете вы во Францию, если не секрет, то в какой аэропорт? И что дальше с вами происходит? Вас берут под ручки сотрудники этого сахаровского центра и ведут куда-то селиться, нет, помогают вам там, ну, предполагаю, что ваш французский не на уровне B2, чтобы вы так свободно с ними с полпинка начали «Je suis Александр, je m'appelle да. тю-тю-тю» и так далее. То есть как вы вот начали ориентироваться в стране, когда у вас на руках трое детей и жена? Ой, ну, знаете, жить захочешь и не так будешь И ориентироваться на раскорячишься, месте. да. Да, ну как, мобилизуешься на, не очень хорошее слово, ну, концентрируешься на 110% и идешь, покупаешь сим-карту на Мгм. выходе с аэропорта, там продается она. Вот. Ну, там дорогие, но зато хорошая связь. А вы Вот. прилетели в Шарль-де-Голль или куда-то туда, в Ле-Бурже, в Париж?
Ну, рядом с Парижем, скажем так, Окей. да. Лучше прилетать туда, лучше прилетать куда-нибудь в какой-нибудь аэропорт рядом с Парижем. Вот, в Мгм. зависимости от того, какие билеты, есть и в Шар-де-Голь, есть и в, вот то, что вы сказали Ле Бурже. название, есть и в Орли есть, Орли. Мгм. да, а, люб то, что вам по цене подойдет. Мы То искали есть самый мгм. Но самый логика, деш как я понимаю, ваша в том, чтобы, все-таки это аэропорт был с крупным городом рядом. Желательно вам приехать, если вы собрались просить политического убежища, вам нужно приехать в Париж и Мгм. купить сим-карту, и поехать прямо в центр Парижа, к какому-нибудь из вокзалов, которые в центре находятся. Это либо Сан-Лазар, либо Гар-де-Норд, либо Гар-де-Лион. И возле какого-нибудь вокзала из этих прям выйти на площадь и прям с центра позвонить на определенный номер, и сказать, дождаться, пока вам ответят на русском языке, либо нажать пятерку, по-моему. Вот, с вами начнет говорить девушка на русском языке, ну или парень, неважно, но хорошо разговаривает очень по-русски, и спросят, а что у вас случилось? Вот. Никакие вас там спецслужбы ждать не будут, никто вас ждать не будет. Вы сами попросили, государство вам ответило, что да, есть такая возможность, приезжай, мы тебя будем спасать. Вот, с визой. Если они тебя оформят, значит все, они дали тебе зеленый свет, чтобы ты приехал, позвонил по номеру, попросил защиты, вот, четко, ясно, на чистом русском языке сказал, что за мной гоняется государство, оно хочет меня уничтожить, и я Мгм. прошу защиты вашего государства, и все. И Понятно. спросят, Александр, еще пропустили, в аэропорту французские пограничники, таможенники как отнеслись к вам? Насколько быстро вы прошли? ой, в аэропорту французские шикарно отнеслись. Спросили, как мы долетели. Ну, они у всех это спрашивают, потому что здесь совершенно по-другому. Они у всех спрашивают, «Comment ça va?» «Как дела?» Вот. Ну и, естественно, мы на тот момент вообще ничего не знали. Мы окей, окей. Вот. Мы говорили на таком начальном уровне английского с ними. Но они по-английски тоже понимают, поэтому вот. Русские нет. Очень редко там кто-то понимает русский. Мгм. В Турции больше, во Франции мало, мало таких именно в каких-то структурах, тем более пограничники. Ну, им просто нужны ваши документы, они их проверят. Ты провезешь вещи через эскалатор ну, через этот Рентген, да. рентген, да. Они посмотрят и все. И все. Они То есть понимают очень, да, французская граница с гуманитарной визой проходится на ура, без проблем. очень легко, да, Мгм. да. Потом, У вас может, да-да, извините, что может я, быть проблема. да. Когда вы покупаете через авиасейлс билеты, при регистрации на рейс вы уже говорите с сотрудниками французской компании. Вот они тоже будут проверять, чтобы у вас были визы. Как только они увидят виза D, они скажут no problem, окей, и все, распечатают вам ваши билеты, и вы пойдете, они дадут вам номер, как номер, как сказать, ну, место, откуда вы будете отправляться, грузиться, короче, вот. Мгм. Понятно. Вот. А летели вы турецкими авиалиниями или французской авиакомпанией? В Париж летели мы именно на французской. Я не помню, Ага. как она называется. Ну, Вот. Air France обычно, ну, хорошо. Да, что-то такое. Окей. Вот. Значит, вы попали в центр Парижа, Гар-де-Нор, например, Мгм. звоните, объясняйте вашу ситуацию, дальнейшие ваши действия и кто в них еще участвовал, помимо вот людей с этого номера. Вам говорят, куда идти? Смотрите. Нет, смотрите, вам говорят следующее. У вас задают несколько вопросов. А, ну, во-первых, угрожают вам или не угрожают. Вот это доступная информация. Это все по Потом телефону, да? спрашивают, да, Мгм. есть у вас жилье или нету жилья, есть ли у вас деньги или нету, ну, есть ли у вас счета, ну, что-то есть у вас или нет. Отвечайте как есть, вот, что жилья нет, денег совсем чуть-чуть, вот, сколько детей, вот, спрашивают, это все ваши дети, говорите, естественно, это ваши дети, да, вы говорите, да, вот, вам присылают, вам говорят, что вам сейчас пришлют СМС,
рандеву, это встреча в, как она, спада. Вот, это те, кто первоначально принимают вас и спрашивают, что у вас случилось. Вот, поэтому вы заранее должны подумать, где вы остановитесь, либо связаться через тот же Азиль, или же это тоже в телеграм-канале очень Франции, Азиль, либо Ковчег, и найти там людей, которые, возможно, вас приютят, кто-то платно, кто-то бесплатно, по-всякому бывает. Вот, если у вас такой возможности нет финансово, это тоже не беда, Франция вас на улице, тем более с детьми, не оставит. Вам нужно будет звонить на номер, и они вам это скажут, на номер 115. Вот. По этому номеру 115 но звонить нужно долго-долго-долго. И, возможно, быстро, возможно, через час вам все-таки ответят, потому что Париж большой город, там очень много кто приезжает и вот так вот просит, чтобы его куда-то, ну, пристроили на время. Вот, за вами приедет машина уже, служба, которая не оставляет людей на улице, чтобы они на улице не ночевали, тем более с детьми, и разместят вас в какой-то отель, вот, изначально. Вот, потом на следующий день, скорее всего, у вас будет рандеву, вы пойдете на встречу с работником СПАДы, объясните, что случилось, покажете свои документы, покажете свои визы, покажете, расскажете то же самое, как вот предысторию вкратце. Они скажут: окей, окей, и оформят, вам будет оформлять первые какие-то прошения, заводите в, ну, дело там заводить, вот это, ну, как, историю вашу, короче. Потом, потом уже будет определенный этап, этап за этапом вас потом отправят в ОФИ, в уже государственные институты, которые полиция там, вот все. Все понятно. А, Александр, у Да. нас 7 минут, и чтобы вас сильно не задерживать, Мгм. мы расшифровки вот этих всех аббревиатур дадим отдельными как бы описаниями Да-да-да. видео, э, Мгм. чтобы мы в 7 минут уложились. Вы прошли какие стадии, на какой стадии вы находитесь и чего вы ждете? Мы в стадии просителей убежища, вот, Мгм. Вам дали практически все. жилье, Да, ком- дали жилье, дали комнату или пособие, дали квартиру? квартиру. Ага. Как по меркам России трехкомнатная квартира. Вот, Мгм. вот трехкомнатная квартира. Дали школы, дали колледжи, дают образование детям, дали питание по скидке для детей, дали различные как общественные организации, которые типа Restos du Cœur или Красный Крест, которые выдают вам пищу, выдают вам моющие средства, вот, другие будут выдавать вам вещи, ну что-то такое. То есть, ну, самое главное, чтобы вы не молчали, а спрашивали, просили помощи, обращались, и они Учите будут ли вам вы помогать. французский язык уже? Уже 75 дней в Дуолинго. Вот, Понятно. вот То этот есть, ударный насколько я режим. понимаю, вы примерно 3 месяца во Франции. Ну да, где-то так. Окей. Давайте, тогда есть такой отличный рассказ. Я думаю, что он крайне будет полезен тем, кто его посмотрит. Я вас тогда еще за этой записью попрошу расшифровки, ну, как бы имена, явки, пароли, чтобы мы дали, чтобы людям было это вообще полезно, чтобы они вашими шагами могли в случае экстренной ситуации пойти. Соответственно, должен извиниться перед тем, кто смотрел. Есть моменты, когда звук от Александра пропадал. Мгм. Ну, я попытаюсь по смыслу где-то, понятно, что-то вставить титрами на монтаже, но бывает, да, потому что Александр, как я понимаю, из секретного бункера с нами общается. Видите, мы не видим, где он находится. Я не знаю, где он находится, вот, Да, говорите. поэтому. Хорошо, спасибо большое. Я очень рад, что вы приехали именно во Францию, в соседи. Так, по Краснодарскому краю мы были соседями. Да. И, соответственно, по Мгм. Европе тоже стали соседями. Возможно, он находится в Пиперияне, прямо через границу от Каталонии.
Но мы об этом никогда не узнаем. Он же агент, Знаю. все знаем, да. Да, да, по-любому. По-любому, да. Но вообще я очень рад тому, что вы условно легко отделались, в том плане, что ваша семья цела, вы выехали в прекрасном расположении духа, вам помогают. Я надеюсь, что мы вот это сделаем видео, и потом вернемся к вам, допустим, еще через пару месяцев узнать, как ваши успехи. Проведем следующий эфир на французском языке. Хорошо, хорошо. Я шучу, я почти забыл французский. Мне самому бы испанский выучить. Спасибо, Александр. Рад земляку, который приехал. Спасибо, Александр. Спасибо за оперативную встречу. Я вам напишу вопросы, и мы их Все добавим. хорошо. Всего Да, все, до хорошего. До свидания. свидания. До Всего свидания. хорошего.